12 ноября 2021 года две девушки будут доставлены в разные больницы города Лос-Анджелес с передозировкой психотропных веществ. Позже вскрытие покажет, что одна из девушек была подвержена сексуальному насилию. «12 ноября Кристи и Хильда, две лучшие подруги, отправились в художественную студию, где они частенько употребляли различные запрещенные вещества. Этот день не стал исключением, и после очередного употребления, как и следовало ожидать, обе подруги отправились на вечеринку в один из промышленных районов города. Девушки прибыли на вечеринку в час ночи, они хотели повеселиться и расслабиться после тяжелого рабочего дня. В тот момент они не могли даже представить, что это будет их последняя ночь. Через 2 часа трое мужчин прибыли в это же заведение. Это были Дэвид Пирс, Брандт Осборн и Майкл Айнсбах. Брандт был 42-летним актером, который снялся в нескольких низкобюджетных постановках, как и его друг Дэвид. О карьере Майкла, к сожалению, ничего не известно. Трое мужчин также находились под воздействием запрещенных веществ. Дэвид вскоре встретил в ночном заведении Хильду и Кристи. Дэвид угостил девушек выпивкой, но это было нечто большее, чем обычный напиток, поскольку девушки даже не догадывались, что в содержимом находились психотропные вещества. Мужчина предложил отправиться в его квартиру, чтобы продолжить вечеринку, и девушки, недолго думая, согласились на это. Вся компания из 5 человек покинула вечеринку, и утром около 5 часов они прибыли в квартиру Дэвида. Всего через 20 минут Кристи отправила сообщение подруге, что хочет покинуть эту квартиру. И Хильда сразу ответила Кристи, что вызывает такси. Утром в 5 часов 45 минут такси остановилось перед домом Дэвида. Но ни одна из девушек не вышла. Тем не менее, соседи снизу позже расскажут полиции, что слышали тревожные звуки из квартиры, им казалось, что кто-то стонет от боли. В 16 часов 19 минут камеры наружного наблюдения зафиксировали Дэвида, несущего Кристи вниз к своему автомобилю. А позже мужчина осторожно снял номерные знаки. Затем в машину сел Брандт, и они уехали. В 17 часов вечера Дэвид и Брандт отвезли бессознательную 24-летнюю Кристи в медицинский центр Южной Калифорнии. У мужчин хватило наглости притвориться, что они нашли Кристи в бессознательном состоянии на обочине дороги. Через час они повторили те же действия с 26-летней Хильдой, высадив ее в другой больнице около 19 часов вечера. Кристи боролась за свою жизнь. Она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, но умерла в тот же день 13 ноября. Хильда умерла 24 ноября. Когда стало известно о гибели Кристи, детективы по расследованию убийств отправились в квартиру Дэвида. Они обнаружили там заметно нервного Брандта. После того, как мужчине задали ряд вопросов, он потребовал адвоката. Брандт заявил, что в тот вечер они вернулись домой после вечеринки и сразу же легли спать. Брандт пояснил, что не давал ничего запрещенного девушкам, а когда они стали чувствовать себя плохо, они в конце концов отвезли их в разные больницы, чтобы избежать подозрений. Когда полиция стала опрашивать Дэвида, ему тоже нечего было сказать, кроме лжи. Он заявил полиции, что не видит какого-либо криминала или преступления в своих действиях, в которых полиция пытается его обвинить. Дэвид был более опытным, чем Брандт, поскольку у 40-летнего мужчины уже было несколько обвинений в сексуальном насилии против него. Одно из обвинений было сделано в 2010 году и полностью отражало историю Кристи и Хильды, за исключением деталей, что жертвы тогда выжили. Вскрытие показало, что в организме девушек были обнаружены психотропные вещества. Врач, который проводил вскрытие девушек, не обнаружил каких-либо физических травм. Однако отметил, что у Хильды было небольшое кровотечение и небольшая ссадина в области паха. Было довольно легко опровергнуть ложь двух мужчин, поскольку полиция обнаружила видео на телефонах Кристи и Хильды, как они употребляют запрещенные вещества в квартире Дэвида. Муж Кристи был опустошен жестокой манерой, в которой была убита его жена. Он почувствовал облегчение после арестов и сказал журналистам: «Это не тот момент, когда я могу расслабиться,
Но это хорошее начало, если люди, которые это сделали, находятся за решеткой и не могут причинить вред другим женщинам. Некоторые люди просто не заботятся о чьей-либо жизни или благополучии. Я не могу себе представить, что эти ребята заботятся о ком-то, кроме себя. 3 мужчин были арестованы в декабре 2021 года. Дэвид получил обвинение в 2 эпизодах сексуального насилия. Судебный процесс еще не начался, поскольку идет проверка на причастность этих мужчин в других подобных преступлениях. А что думаете вы? Оставляйте ваше мнение в комментариях. Спасибо за внимание и до скорого.